Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. Прошлой осенью я показывал, как мы высаживали на клумбу 3 кустика гортензий. И я тогда еще сказал, что в следующем сезоне, то есть вот этим летом, мы уже ожидаем на них первого цветения. Друзья, но для того, чтобы гортензия зацвела пышно и обильно уже в следующем сезоне после посадки, нам необходимо провести весеннюю подкормку. Вот именно о том, чем и как провести подкормку, чтобы гортензия уже цвела, я и расскажу в этом видео. Друзья, прежде чем приступим к проведению самой подкормки, я хочу показать, как перезимовали эти растения. Вот одно растение, смотрите, как оно себя чувствует. Вот второе растение, тоже уже полностью листва, пошли молодые побеги нарастать. Вот так выглядит это растение. И вот третье растение, тоже мы его высаживали. Все у нас сорта разные, и цвести эти растения будут по-разному. Что в первую очередь после зимовки мы делаем? Конечно же, убираем старые растительные остатки. Но поскольку у нас кустики были небольшие, мы высаживали буквально молодые растения, то никаких старых растительных остатков у нас на кустиках нет. Мы немножко взрыхлили почву вокруг кустика, немножко ее порыхлили, и сейчас будем проводить подкормку. Но прежде чем приступим к подкормке, друзья, я хочу рассказать вам о некоторых особенностях, которые присущи именно растению под названием гортензия. Дело в том, что растения перерабатывают элементы питания в почве с помощью выделений, которые осуществляются через корневую систему. Так вот, через корни растения выделяют много различных веществ, в том числе кислоту. И вот именно кислота должна переработать труднодоступные элементы питания, и растение сможет их поглотить. Но это если растения выделяют кислоту в достаточном количестве. А гортензия выделяет кислоту в небольших количествах, поэтому на нейтральных почвах гортензия многие элементы питания из почвы взять не сможет. Поэтому какую бы мы сейчас подкормку не провели, но если почва не подходящая по своему показателю кислотности, то подкормка просто пропадет даром. Она будет рядом с корневой системой, но корневая система взять ее не сможет. Поэтому, друзья, если у вас почва щелочная, либо нейтральная, то есть если pH вашей почвы выше 6 единиц, то обязательно перед проведением любой подкормки проводим подкисление почвы. Чем можно провести подкисление почвы? Можно проводить различными кислотами. Ну, к примеру, ортофосфорной кислотой. Кроме того, что мы подкисляем почвенный раствор, мы также обогащаем почву вокруг корневой системы растения фосфором. Это очень хорошо повлияет на развитие корневой системы. Можно проводить подкисление азотной кислотой. Кроме того, что мы подкислим почву вокруг корневой системы, мы также обогатим ее азотом, что будет хорошо влиять на наращивание зеленой массы, листостеблевой. Можно, в конце концов, провести подкисление почвы даже обычным электролитом с аккумулятора автомобильного, в котором находится серная кислота. Кроме подкисления мы добьемся, что почва обогатится серой, а сера – одна из 4 элементов, который входит в состав хлорофилла. То есть сера способствует усвоению азота, и, соответственно, листья на гортензии будут ярко-зеленого цвета, глубоко зеленого цвета. Поэтому можно даже серную кислоту. Вот эти все кислоты, которые я только что назвал, можно применить в качестве подкисления из расчета до 10 кубических сантиметров на 10 литров воды. И таким раствором поливаем растения под корень. В каком количестве раствор, друзья, ну тут смотрите от размера вашего растения. У нас растения небольшие, поэтому по 3 литра под одно растение будет вполне достаточно. То же самое можно проводить подкисление янтарной кислотой. Это и подкисляющее средство, и в то же время это средство, которое стимулирует развитие растений. Будем подкислять из расчета чайная ложечка янтарной кислоты на 10 литров воды. Не бойтесь, если чуть-чуть здесь больше, чуть-чуть меньше. Но желательно, вот, друзья, я сейчас в такой теплой воде, а желательно в горячей воде предварительно развести янтарную кислоту, чтобы она лучше растворилась. Ну, нам немножко придется повозиться. Я думаю, вот эти кислоты, янтарная и лимонная, наиболее доступны любому огороднику. В общем, чайная ложечка на 10 литров воды, либо янтарной, либо лимонной кислоты, и тоже по 3 литра раствора приготовленного кислого под корень каждого растения. Друзья, обратите внимание, вот под кисленным раствором
я провожу полив отдельно от проведения самой подкормки. Не надо разводить здесь элементы питания вместе с кислотой. Потому что вот именно в кислой воде, в кислой среде удобрения, которые мы будем затем вносить, они могут поменять свои свойства. Поэтому сейчас проливаем кислым раствором. Можно подождать, пока впитается, разойдется немножко по почве, то есть концентрация кислоты немножко упадет. И следом провести уже подкормку элементами питания. Вот таким нехитрым агроприемом, как подкисление почвы в лунке с гортензией, мы добиваемся, что теперь этому растению будет доступны железо, медь, цинк и бор. А это очень важные элементы питания, которые существенно влияют на хорошее развитие гортензии. Теперь давайте поговорим о проведении корневой подкормки. Но, друзья, прежде чем перейти непосредственно к проведению самой подкормки, не стоит забывать, что красота и обильность цветения любых растений зависит не только от вовремя проводимых и нужных им подкормок, но и от изначального качества посадочного материала. Саженцы гортензий, которые мы сегодня подкармливаем, были выращены на известной ферме в Голландии, а покупал я их в интернет-магазине Florium, самом крупном в Украине поставщике растений из Нидерландов. Сейчас, кстати, Florium проводит грандиозную весеннюю распродажу с очень хорошими скидками, которая бывает всего раз в году. Поэтому, если вы хотите порадовать себя и своих близких красивыми растениями, то именно сейчас самое время присмотреть себе что-нибудь из этой красоты. Ссылку на сайт интернет-магазина Florium я оставлю внизу в описании под этим видео. Заходите на сайт, и я уверен, что вы обязательно себе что-нибудь посмотрите и найдете. Ну, а мы тем временем продолжим. Друзья, особых секретов нет, потому что гортензия, так же как и любое другое растение, любит все те же макро- и микроэлементы. То есть азот, фосфор, калий гортензии крайне необходим. Нарастание листостеблевой массы, нарастание корневой системы и цветы, и калий, в конце концов, это и устойчивость к различным неблагоприятным условиям, и развитие, и обмен веществ и так далее. В общем, это 3 макроэлементы в удобрении 20-20-20. Столовая ложка на 10 литров воды. Даже с горочкой. Вот так вот столовая ложечка на 10 литров водички. И еще я добавлю сюда магний сернокислый. Вот магний, он входит в состав молекулы хлорофилла. Он является центральным атомом молекулы хлорофилла. Поэтому, применив в данной подкормке немного магния, мы добьемся глубоко зеленого цвета листьев. Все это размешиваем. И по 3 литра под корень вот этих небольших растений. Друзья, у нас растения небольшие. Если у вас кусты большие, то можно побольше, до 5 литров под корень. Ну, это что касается подкормки, вот я сейчас составил минеральную подкормку. Если у вас есть органическая какая-то подкормка, допустим, курник у вас замоченный, либо коровячок замоченный, ничего страшного, если проведете такую же подкормку органическими вот этими удобрениями. Но главное здесь, друзья, вот главный фокус, это подкисление почвы перед тем, как провести подкормку, чтобы эта подкормка стала перевариваемой корневой системой растений. После того, как провели подкормку, проводим мульчирование. Мы мульчировать будем торфом. Он имеет кислую основу. Для гортензии это то, что надо. Раскидываем слоем 1-2 сантиметра по всей лунке. Торф будет не только у нас задерживать влагу, испарение после полива, но также он будет эту влагу очень хорошо пропускать при поливах, а назад он ее уже не выпустит, потому что хорошая у него пропускающая способность. Друзья, если нет торфа, то проведите мульчирование просто соломой. Можно даже проводить мульчирование скошенной, подсушенной травой. Различные мульчирующие материалы, что у вас под рукой окажется. Но мульчирование провести крайне желательно. Всем до свидания, всего вам доброго, красивого цветения и крепкого здоровья.